Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Я предполагал, что у нас будет дракон здесь, да, причем даже еще график, когда у нас только к низу подошел в группу, ребят предупреждал, что могут так сделать, но вот сейчас дело за малым, как он себя поведет, хитрый маркетмейкер. Илон Маск, канадская радиовещательная корпорация, заявила, что они менее чем на 70% финансируют государство, финансируется, поэтому мы исправили ярлык. И здесь они сделали 69%. 69%, как разворотные, да, 69%. Такой момент. И как раз на написание этого поста было 9,5 просмотров. Это у нас произошло где-то вот в этой области. После чего цена сделала еще заход вниз, да. И здесь тоже, смотрите, у нас на графике, как красиво этот момент отмечен. То есть вчера у нас накопление, важные уровни. Так, важный уровень, это у нас по фиксированному профилю объема, их отмечал, да, здесь. И у нас есть лонговый, шортовый уровень. Основная психологическая зона 30 тысяч. Выше лонг, ниже шорт приоритет. Здесь у нас на открытии Уолл-стрит, да, просадили вниз, сделали просадку. Потом держались весь день, это на Америке, да, на Китае у нас сделали просад вниз и вернули обратно. Китайцы опять сделали ход конем, собрали стопы и вышли наверх. Здесь мне что нравится, зашли в психологический уровень, сделали сброс вниз, тут как переключение, можно сказать, закрепились, да, и тут же вернули это все дело обратно. Положительная ситуация вот здесь. Трендовый уровень коснулись старого. Это фиксированный объем вот в этом накоплении. Прям шпилькой его зацепили. И, кстати, старая моя цель, если ее передвинуть, давай передвинем сейчас. Уж так совпало, что мы четко, как я ее выставлял здесь, да, что мы ее коснемся. Ну и цена, опять дело случая, что она четко ее коснулась, этот уровень, да, и откатилась. Причем коснулась, не зашла, не сделала накопление там, не затронули нижнюю вот эту трендовую. Так как если будет третье касание этой трендовой, по идее, может произойти следующий момент, да, может ее пробой произойти, ну и это показывает силу медведей, и продавливать могут дальше. Из отрицательного момента у нас МС перекупленности, это RSI, да, сейчас вот данные вот здесь в этой проторговке мы ушли в перекупленность, ее нужно охладить. Коррекционное движение АБЦ я вчера показывал тоже, АБЦ сделали, сейчас единичка, двойка и тройка. И вот у нас тройка выходит в окно повышенной волатильности. Все-таки этот момент. До этого у нас была цель, но я ее показывал так, это в другом видеообзоре. Вот здесь у нас был видеообзор, вот этот прошлый. То, что куда мы можем прийти, да, вот прогноз цены, предположение, куда мы должны прийти, и когда мы придем к этому уровню, да, у нас следующий прогноз цены, там 3,14. Сегодня у нас Гарри Генслер будет, да, давать показания по поводу там, Алгорант по активам. Так, в группе, в закрытой группе тоже вот эту ситуацию описал, показал, как могут сделать. Но сейчас, смотрите, да, здесь такое прям накопление было и вышли наверх. Это хорошо. Касание трендовое. Если здесь, смотрите, сейчас еще момент. По Фибоначчи.
вот FIBA, уровень 30, золотой карман. То есть по-хорошему сейчас сделать волну вот таким образом нужно. То есть вышли отсюда, да, подняться к золотому сечению, сделать откат на 38,2 или на 0,23,6 и дальше в окне повышенной волатильности вот в этой области сделать сильный выход наверх. Причем это вполне себе здесь ожидаемо. И я полагаю, новость будет какая-то положительная от Гарри Генслера, так как у нас совпадает этот момент, и если по волнам смотреть, то как раз, да, 1, 2 и вот 3, троечка, она всегда самая сильная, самая мощная. Ну и здесь этот момент могут подхватить, так как это у нас будет и открытие Америки, плюс Уолл-стрит зайдет, и новостной фон, плюс здесь еще у нас что? Так, и еще новости будут. Да, господи, какие у нас там больше новостей. Так, по новостному фону на 15.3 число выданных разрешений на строительство, но это вот на графике отмечен. Вот еще базовый индекс потребительских цен, ЕПЦ Канады, да, и Германия, индекс настроений. Ну, посмотрим, в общем, да, вот эти вот еще Канада и Америка, да, вот эти две эти новости тоже, ну, хорошо должны повлиять на рынок. Так. В общем, с этим моментом понятно. Сейчас, в данный момент, обратите внимание, кстати, тоже на объем. Это на бирже BinX. У них, ну, профиль объема не сильно отображается, но нам сильно и не нужно. У них основные части здесь. То есть мы здесь прекрасно видим, что происходит, что идет вливание. Причем этот объем больше, да, тут на продажу делали, много распродались, а сейчас закупаются мало, то есть веры мало. Соответственно, ну, здесь после того, как этих скинули много, теперь пойдут наверх, да, ну, прям есть такое. Плюс у нас вот этот уровень и психологическая вот эта зона выстояла очень хорошо, показала себя. Вот. Мои дальнейшие ожидания, еще раз говорю, по уровню Фибоначчи это прийти к золотому сечению. Может быть, даже поднимутся к верхней грани и сделают откат к нижней к этой части и потом выход наверх. Но в связи со всеми вот этими событиями сейчас все ждут, все видят, что мы вышли вниз, да, тут структура такая, расширяющийся клин еще вдобавок, вот этот вот, и мы ушли в нижнюю часть. Да, здесь все такое медвежье, пока мы не выйдем за пределы 30, вот здесь, пока мы не выйдем за 30 100, за 30 100, это все шорт настроение медвежье. Но опять же говорю, что скорее всего вот сейчас что-то здесь будет положительное, и нас закинут сильно наверх. Это один исход событий. Второй момент. Помните, у нас был журнал «Экономист». Так, сейчас, секундочку. Журнал «Экономист», последний, да, который обложка выступала, да, у нас вышли вверх, накопление и поход вниз. Ну, заоблачные дали. Но он смотрит как вдали. Тоже момент. Приходите к нам в телеграм-канал BitAtlant. Здесь я постоянно делаю позже очень много полезной и нужной информации. Обращайте внимание на вот такие моменты. Вот ADA, да, скупили на 35 биткоинов, распродаж не было. Закупают ADA. Мои сделки открытые, что закрываю, постоянно пишу, вот я это закрыл, открыл новые, или там различные моменты. Так,
потом ход цены, да, как мы шли, Атлант дал шорт-сигнал и ушли вниз. Потом еще ниже провалились, потом уровни Фибоначчи там дособирали. Здесь у нас тоже это говорил, да, как предполагалось, как оно будет происходить. И на нефинансовый саммит, я думаю, прокатят. И действительно нас прокатили вниз от уровня 61,8, 78,6 собрали. И здесь и видео тоже снимал по этому поводу. Так, как это остановить? Случайно нажал. Так. В общем, тоже посмотрите и прошлые видео посмотрите. Много полезной информации. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Благодарю вас за это. По клеверу, когда мы выходили сюда наверх, да, говорил, что, ребят, я часть позиций зафиксировал, сейчас уже не вспомню, 35%, по-моему, от той суммы, которую здесь набирал. На откате сделал первый закуп. Предположение, что мы спустимся к золотому сечению, но цена слабо опускается. То есть спустили сюда, заход, и сейчас отдали 38%. Еще сделал небольшую закупку, это по своему кошельку, плюс на $30 сделал 11-ю покупку в кошелек, который пойдет к нам, который идет в челлендж. Челлендж идет до августа, июнь, июль, август, до сентября, наверное, даже до сентября следующего. Маск указывает, куда смотреть. А смотреть нужно на ракету, которая грядет. Или идет, она уже идет. В общем, челлендж идет до сентября. И те, кто у нас в платной группе, если все четко произойдет с КЛВ, как я ожидаю, что он выйдет к тем март, май, июнь, июль, август, сентябрь, где-то вот в этих числах. И у нас посмотрим, где будет цена. Если она придет к своим значениям, которые я полагаю, да, то мы весь профит, который есть, весь профит, который получим, то есть сумму, которую я вложил, я из него, конечно, заберу, но весь профит, который получится, мы распилим между участниками нашей платной группы поровну. Но опять же буду смотреть участники, которые с нами давно и которые пришли чисто под этот момент. Конечно, те, кто с нами давно, они в любом случае каждый получит кусочек от пирога от этого, от пирожка, или может быть на тот момент это будет уже большой крупный пирог. Но те, которые придут именно в конце июля, июль, август, июль и август, да? Июль и август. Те уже участвовать в этом не будут. Это чисто участвуют ребята, те, которые август. Участвуют ребята, те, которые у нас пришли до июля. Ну или там старички, если у нас активируются, тоже посмотрим. Тут будем смотреть, чтобы было более-менее честно все. Вот такой момент. Сколько будет стоить, неизвестно. В данный момент профит уже составляет на сегодняшний день. Так. Профит на сегодняшний день. Сейчас скажу, по-моему, там 130. Чуть попозже покажу этот момент. Так, сейчас на телефоне гляну сразу, чтобы не ошибиться. Где у нас последняя 11-я покупка? Да, $137. В данный момент $137. Ну, неплохая сумма получается. Уже. Так, мы его начинали закупать, то есть, когда челлендж только пошел, где, в общем, я и в группу написал, и вам всем рассказал, и холодный кошелек, я их постоянно использую. Так, по XRP тоже интересная такая вот информация, да, то есть у нас индикатор подсказывает, да, когда заходить в лонг, и когда цена была 0,05 цента, да,
подсказал, зашли $3. Здесь с 17 на $2. И вот сейчас посмотрим. Опять подсказка. Цена начинает потихоньку расти. Можем очень сильно улететь по риплу. Сколько иксов даст, неизвестно, но тоже интересный ход по XRP. Так, по маску понятно. Ребята, ну, тут все видно, да, что они нам сделали. Голова. Сделают откат, не сделают, неизвестно. Тут здесь была сильная вот эта просадка, которая учитывается здесь. Ее нужно учитывать. То есть дадут сейчас вот этот ход вниз, я не очень уверен. Возможно, мы сейчас от этих уровней сделаем заскок еще выше. Просто сейчас много ждут вниз, много шортистов ждет вниз. Тоже по Атланту без опыта не повторять. Вот заходил, да, как я. Атлант давал лонг-сигнал на откате, взял позицию и заехали наверх. Вот процент, видите. Без опыта не повторять. Учитесь на мелких суммах, работайте со своей жадностью. OTHR, хэштег 3961, это NFT от биржи BinX, у них там она есть, ну, когда-то она была по $27-30, я ее покупал по этим суммам, покупал, по 50 продавал, она опять падала вниз, вверх, ну, то есть она так вниз-вверх ходила. Сейчас ее цена выскочила на $224, это дало мне плюс 709% к той сумме, которая у меня не накопилась. Конечно, я закрыл часть, но это на споте, 25% закрыл, вывел в USDT. Сейчас эти деньги лежат, ждут, когда монета опять откатится. Посмотрим, что будет дальше. Здесь тоже это прописал, все описано. На бирже BinX, это вот оно у них было по полной счет, капитрейде, у них NFT, да, и прям туда заходишь и покупаешь. Обратите внимание на NFT BinX при таком хорошем снижении цены. Почитайте, посмотрите, поизучайте сами. Так. Последнее накопление, которое у нас было, и мы вышли вниз. Тоже все было просчитано, показано. На Атланте все отмечено у нас на графике. Все было расписано и отмечено. Так, что у меня там приходит? У меня снизу висят большие позиции. Снизу там уже постоянно, то есть цена здесь прыгает. И мне постоянно приходит информация, что от BinX, что у меня скоро по ADL закроется та позиция, потому что она, ну, они там 2000% максимум я могу на ней там заработать. И у меня таких три крупные позиции открыто. Не крупные, а как 3 позиции с крупным процентом. В каждой позиции там одна на $100 и 2 по $50. Ну, вполне нормальные. В позиции лично я больше $100 не вкладываю. У меня есть открытые на 50, 100 и $20. Ну, средняя стараюсь держать. Вот меня многие спрашивают, какие у меня сделки, с какими суммами я захожу. Я захожу $50 сделку, $100 сделку. Я стараюсь не думать о сумме. Думайте и смотрите только на процент. Смотрите на свой ПНЛ, смотрите на свой процент. Только это показывает, что у вас прибыль или убыток. У меня и минус сделок тоже есть. То есть я вот здесь брал, отсюда подбирал лонг, он у меня ушел вниз. Я закрывал, когда он поднялся наверх, ставил в безубыток. Цена пошла вниз, меня выбило, мне нужно было по новой перезаходить. Перезашел. Смотрю, что сейчас происходит. Сейчас в данный момент Атлант развернулся. Цену могут вот вернуть в эту область. Даже будем время заканчиваться. Ребят, подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. Ссылка внизу в описании. Телеграм-канал BitAtlant. Так, МС-ка в перекупленности. Я ожидаю подход еще, может быть, еще чуть-чуть выше. Потом откат, сделать волны 1-2 и на тройке вылететь наверх. Что еще из... Так, ну и напоследок в закрытой группе делал пост по маску 69, да, и это накопление, я говорю, что это, скорее всего, будет дракон, ну и как видим, что оно пошло отрабатывать этого нашего дракончика. Голова, хвост, захлысты пошли наверх на хвосте в окне повышенной волатильности.